Доброе утро. Вот эту картинку мы видим, когда просыпаемся. То есть, если точнее, это наш потолок с люстрой. Вот. А потом мы встаем с кровати или садимся в ней. Видим шкаф с нашей одеждой, на котором по мотивам потолка тоже нанесены, роспись нанесена, тоже все это красочка, она чувствуется под рукой, это масло. И ни один из 8 рисунков не повторяется. То есть это делалось не шаблоном, а по вдохновению автора. Так же, как не повторяется ни один рисунок на потолке. В углах разные изображения. В данном случае в одном углу птичка, в другом... Что вот это вот, я, кстати, даже не знаю. Я бы подумал, что это космический аппарат. Что-то такое. Но больше похоже на какую-то емкость или жидкости. В третьем углу фрукты, в четвертом рыбы. В общем, все это чудный натюрморт. Конечно, чудная обстановка. Это зеркало, комоды старинные и картины. Между прочим, кожаное изголовье. Тут вообще много кожаной мебели. Сейчас это увидим. Вот. Ну, а если начинать сначала нашего прибытия, то мы вошли вот в такую прихожую, наверное. Это всего лишь то, что у нас в квартире занимает 4 квадратных метра. Тут метров минимум 12, а то и все 14. Вот. Ничего лишнего. Зеркало старинное, потертое. Не знаю, что это. Ну, краска, наверное, но очень смотрится, конечно, хорошо под старину, очень в тему. Ну и это картина Рафаэля. Кстати, эта картина висит в Лувре. Видимо, от тоски итальянцы повесили, что она не на родине, они повесили ее у себя в Риме. Опять кожаное кресло, кстати, по форме, которые, в общем, примерно такие хочу себе в будущую квартиру. С вот такими дополнительными для спины штучками. Да, чувствуется. Ну, ножки я бы сделала более современные, но здесь они тоже смотрятся. Очень красиво инкрустированный вот этот комод. Тонкая работа, цветы, букеты, очень красиво. Просто поражаешься. Но это же вот переходило явно из рук в руки. Вряд ли это покупалось просто так. Хотя с их количеством сохраненного добра, имеющего и историческую, и художественную ценность, это могло быть и куплено. Думаю, что не так и дорого. Переходим в зал, гостиная. Пройдемте еще по красоте. Все, что надо, чтобы и гостей принять. Такие еще один комодик. Кожаные стульчики. Опять площадь Венеции, опять виды Италии. Картины, карты, это они любят.
диванчик, куча пуфиков. Удобно. Видимо, Виталик пару раз ложился. Удобно? Очень. Вот. Еще мне очень нравятся вот эти пуфики. Я хочу себе и думаю, что это неплохо боевики такие штучки. Очень легкие, в них явно много можно поместить. Поднимаются легко, переставляются, выглядят солидно, очень удобно сидеть. Прекрасно, мне нравится. Только в этом помещении, в гостиной, раз, два, три лампы. Потолок, кстати, тоже расписной, опять-таки, как и в спальне. Ни один рисунок не повторяется. Тут по бокам только птички, но эти птички все заняты своим делом, кто чем, поэтому тоже нету повторений. И тоже свет встроен по краям потолка, спрятанный, и в центре лампа. Лампа современная, необычная. И таким ярким пятном красный стол, на котором я, кстати, по утрам крашусь. Поворачиваюсь к окну, открываю штору, крашусь. Ставни, ну, неизменный атрибут, естественно, южная страна, куда без этого. Вот это противоположная стена. Сразу же. Видимо, мы выглядим с той стороны точно так же. Есть, конечно, батареи, все это есть, но нам не приходится включать, даже думать про это, потому что очень тепло. Так же, как и телевизор мы ни разу не включали, поскольку пользуемся современным. Вот чуть-чуть импрессионизма. Да, еще одна явно какая-то знаменитая картина, но неузнаваемая, не могу сказать, что это. И заходим в нашу кухоньку. Тоже метров 12, думаю, она есть. Ага, значит, коридор больше. Точно метров 14, потому что кухня тоже коридор. Все, что нам необходимо, мы в ней нашли. Наша ванная, туалет. Есть туалет, унитаз, есть биде. Ну, что еще нужно для счастья? Душ, горячая вода, все отлично работает. Большое зеркало, что мне всегда надо. Куча всяких прибамбасов для волос, для прокладки. Во всем позаботились. Ну, полотенце, понятно, все это сушится. Тут куча одноразовых штучек, их, ну, мы этим всем активно пользуемся. Для тела, для волос, для душа и после душа. Ну и последнее, что можно показать, это, как это называется? Ну, можно сказать, лоджия. Открытая, да, лоджия, наверное. Ну, короче, нечто еще, где можно свадьбу было. Большой компании. Или большой день рождения отметить, если поставить столы буквой П. Потому что где старенький сундук, сейчас обратила внимание. Видите, здесь можно выйти покурить. Здесь можно было бы установить тренажер. Но думаю, что в жару они тут спасаются по вечерам или во время сиесты. Души отдыхают, короче говоря. Кстати, тренажер тут есть, видите, какой-то поломатый старый. Даже без картин. Картины все равно в любом помещении. Вот. Тут все убито душевыми растениями. Есть солнце. Хотя нет, я думаю, они это выносят. Слушай, такая гранитная фигня. Это еще подними эту штуку. Ну, мы тут один раз по-быстренькому ели. Небольшое неудобство, стол отсыревший и доски неровные. Поэтому мы как-то предпочитаем уже кушать в зале или на кухне. Ну нет, на кухне мы даже не кушаем, в зале. Вот. Так что это так.
жилье итальянской буржуазии.